Добрый вечер всем, здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто смотрит меня в прямом эфире, либо всех тех, кто смотрит уже в записи. Вам тоже здравствуйте. Не стесняйтесь составлять комментарии, не стесняйтесь лайкать видео, либо прямую трансляцию. YouTube очень это любит, поддерживает те трансляции, те видео залайканные и закомментированные. Он выставляет раздачи чуть-чуть повыше, и нам чуть-чуть полегче находить себе новую аудиторию. Поэтому я считаю, что с вашей стороны было бы это хорошо, тем более я стараюсь рекламу особо не пихать в свои новые видео. Старые уже оставим так, как есть, ладно. Там особо денег мне много с них все равно не капает. Реклама нужна в видео просто для того, чтобы YouTube лучше продвигал эти самые видео. YouTube в этом заинтересован, поэтому рекомендуется рекламу ставить. Я постараюсь во всех будущих своих видео рекламу ставить только в самом начале, да, там буквально сколько, 5 секунд ее и все. В самом видео я постараюсь не ставить рекламу, чтобы не мешать просмотру, так скажем. Взамен от вас я жду благодарности в виде лайка либо комментария. А лучше и то, и то. Хорошо, ну что, сегодня у нас Император. Ура-ура, интересная тема. Давайте сразу включим, где у нас там что. Так, как-то вот таким вот образом, да? Чатик тоже будет виден. Я буду ориентироваться, что в чате там происходит какая-то живая деятельность. Вот, люди общаются. Можете между собой общаться, можете у меня что-то спрашивать. Интересные вопросы я, конечно, после лекции я вам зачитаю и отвечу. Если в ходе лекции будут какие-то сопутствующие вопросы как раз в тему. Если это будет как раз в тему, я буду стараться отвечать. Вкратце, что мы сегодня смотрим? Сегодня смотрим четвертый старший аркан, то есть Император. Да? По той системе, по которой я работаю уже более 10 лет, это Телец. И две карты очень логично ложатся в пару, Императрица и Император, как бы, ну, уже по названию видно, ощущается, слышно, да, что это парные карты. Поэтому стоит учитывать то, что эти два мифологических образа, да, либо архетипа, они всегда стоят рядышком, потому что Император с Императрицей это как бы такая вот, можно сказать, архетипическая семейная пара. И если на прошлой лекции мы с вами рассматривали, что такое, кто такая императрица, те, кто не видел лекцию, я советую сходить на канале поискать, они там есть. Есть два видео по императрице, это в общем и целом значение старших арканов по императрице. И есть еще видео интересное «Смысл жизни по картам Таро» и вот в частности по императрице. Начал я с императрицы, ну все остальные карты добавятся мало-помалу. Вот, теперь, что такое император? Сегодня мы разберем значение этой карты, применимо к работе с картами Таро, в гадании, в работе с картами Таро, в консультировании с помощью Таро. Итак, если мы будем рассматривать эти две карты как логичную пару, по-моему, всем очевидно, что это логичная пара, да, тем более, что они идут одна за одной по порядку. Порядок карт у нас известен, да, они все пронумерованы. Поэтому можно сказать, что сомнений тут нет. Если мы посмотрим второй дом, что за планеты лежат во втором доме, основной главный управитель второго дома это Венера, второй это Хирон. Кто такой Хирон вообще? Что это такое за существо и почему это именно император, и почему император не Овен? Вот, почему это не первый дом. Ну, в первом доме у нас маг и высшая жрица. Лекции по этим картам тоже есть. Я еще добавлю пару лекций по таким глобальным философским понятиям по этим картам. Я, по-моему, достаточно четко, ясно и внятно объяснил, почему маг это у нас Марс и Овен в частности. Ну, теперь давайте по императору. Давайте посмотрим более внимательно, что мы тут видим с вами. Мужчина, седобородый, с длинной бородой, то есть уже такой, да, как бы патриарх, руководитель. Добрый вечер, здравствуйте всем, всем здравствуйте еще раз. Патриарх, руководитель такой, да, то есть он сидит неподвижно на троне, он очевидно является управляющим в той ситуации, в которой он находится, потому как перед нами четкий ясный образ
властителя, императора, царя, короля, хозяина, хана, как угодно. Того, кто владеет всем, и того, по чьему велению, по чьим законам живут все его подчиненные, подданные, скажем так. На что это указывает? Корона, трон, скипетр, держава. Ну, по-моему, все очевидно тут. Даже маленькие дети узнают образ этого царя, императора, короля. В чем нестыковка? И на что мне обязательно укажут внимательные зрители. Да? Смотрите, тут же головы баранов. Значит, это Овен. Логично? Ну, вроде бы логично, да? С другой стороны, как бы, что еще может указывать на Овна? Это красный цвет, доминирующий красный цвет, красные оттенки на этой карте. Конечно, это может быть намек на Овна. Однако, кроме Овна с железом у нас связана еще и фигура другого, не менее известного бога. Ну, говоря об Овне, я подразумеваю, само собой, Ареса либо Марса. Надо понимать, что Арес — это более древнее ощущение бога, Марс более цивилизованный, скажем так. Поэтому считается, что Марс — это воитель, воин, да, завоеватель. Арес — это просто злой бог войны, бог ненависти, бог убийств, бог всего плохого, да, как бы, ну, не то чтобы всего плохого, бог желания убивать. И его, скажем так, спутники, если мы возьмем два спутника Марса, планеты Марс, да, это Фобос и Деймос. Страх и ужас. И в принципе Овен, либо Марс, да, либо злой Арес, несет в себе символику убийственной силы, потому как он хочет что-то себе и забирает это силой, не гнушаясь ничем. Самое главное для Овна — это его желание. Что мы видим в Императоре? В Императоре мы не видим жесткой силы, мы не видим завоевания, мы видим владение. То есть Императору воевать, махать мечом, убивать других людей в достижении своих целей не надо, незачем. Он и так всем этим владеет. Грубо говоря, это он символизирует собой уже приобретенное законное право владеть тем, что у него есть. Привет из Болгарии. Болгарии привет. Вот. Поэтому мы давайте с вами обратим внимание еще на интересный такой образ, да, на интересную деталь. Это железные ноги вот этого самого императора. Казалось бы, зачем тут рисовать железные ноги? Император и император. Хочешь ты нарисовать воина, воителя такого, захватчика, да, нарисуй его в доспехе. В конце концов, на карте... Я не знаю, есть у меня тут, нет? Да, в конце концов, на карте повозка ничто не помешало автору изобразить человека в доспехах. Почему бы таким образом не показать этого завоевателя в Императоре? Потому как нет необходимости. Речь идет не о завоевателе, а о властителе, о владельце, о фигуре, которая олицетворяет собой закон и порядок. Потому что делает император? Он правит, управляет, то есть создает законы и следит за выполнением этих самых законов. Давайте погрузимся глубже в карту и посмотрим, что у нас по второму дому говорит классическая астрология. Ну, либо современная. В принципе, там одно и то же. Самое главное понимать, как классическая и современная астрология, в чем они соотносятся, и извлекать для себя суть. Итак, второй дом — это талант, ценности человека, в том числе морально-этические. Запомним, морально-этические. Накопление, деньги, наличные деньги. Имущество, движимые либо недвижимые вещи, доходы, расходы, питание, каналы поступления энергии в организм, материальный достаток. Опыт, навыки, мастерство, способности. Что у нас олицетворяет собой телец? Телец — это как раз человек, который по всем своим характеристикам очень напоминает симбиоз и тельца, и императрицы, и императора. То есть, с одной стороны, все тельцы — это такие товарищи очень, как это сказать,
очень тонкой физической организации, ощущенческой организации, да. Речь идет не о душе как о таковой. Само собой, у каждого человека есть душа, я и не отказываю тельцам в тонкой душевной ориентации. Но и есть еще такая тема, как возможность ощутить мир на вкус, на цвет, на запах через свои 5 чувств. И вот у тельцов это получается особенно хорошо. Мы с вами знаем, что самые известные повара, они, как правило, тельцы. Люди, которые создают что-то прекрасное, утонченное, великолепное. Те люди, которые видят красоту в нашей жизни в каких-то простых вещах, умеют радоваться жизни на бытовом обычном уровне, они, как правило, тельцы. Но с другой стороны, они несколько еще и неторопливые, временами неповоротливые, я бы сказал, инерционные. Им сложно начать какое-то дело быстро, но если они уже включились в процесс, то движутся они вперед с несгибаемой волей. И повернуть, сдвинуть их с намеченного курса очень сложно. Заходят в поворот они, скажем так, очень медленно. Не очень похожи на такие медленные... Ну вот если сравнивать с машинами, это такие практичные, удобные, медленные дизельные джипы. Да? Медленно, не спеша, с комфортом, чтобы еще ехать. Но при всем этом, чтобы вести с собой какой-то полезный груз. Чтобы не просто так ехать, да, а с пользой с какой-то. Вот эта самая польза прописана в тельцах на подсознательном уровне. Ничего без пользы они делать не будут. Удовольствие для них тоже является пользой. Они ощущают мир через вот эти самые ощущения, да, на кончиках пальцев, на кончике языка, запах, цвет, вкус, слух. То есть вот все, что мы можем прочувствовать на материальном земном уровне тельца, в этом они особенно хороши. Особенно хороши они в создании каких-то предметов искусств. Инструментов, чего угодно, из чего угодно. И за это дело отвечал Гефест, либо вулкан. Если мы берем древнеримскую мифологию, то это вулкан, бог вулкан. Если мы берем древнегреческую, то это Гефест. В принципе, это одно и то же, ну, скажем так. Постепенно Гефест перерос в вулкана с тем, как что-то из древнегреческой культуры переходило мало-помалу в древнеримскую. Хорошо. Что же говорит у нас Уэйт? О Гефесте и вулкане мы поговорим чуть-чуть позже. Я вам объясню, почему у императора железные ноги. Это имеет непосредственное отношение к Гефесту, либо к вулкану. Теперь давайте посмотрим, что автор, да, хотел нам сказать этой картой. Само собой, что, это такая филологическая шутка, да, люди, хорошо знакомые с литературой, с мифологией, прекрасно знают, что человек, который создал какое-то творение великое, он ничего не хотел этим сказать. Он просто хотел выразить некую свою эмоцию, да, глубокую, философскую, сложную, на несколько томов эмоцию, да, но это попытка передать то, что ты чувствуешь, в форме слова какому-то другому человеку, чтобы он тоже прочитал и воспринял это самое. Поэтому тут можно сказать, что Уэйт уловил определенные ощущения, которые дает карта Император, и довольно верно передал их в этой карте. Ну, само собой, он не сам рисовал, а Мари Колман Смит, которая рисовала, создавала, собственно, сами картинки. Но, тем не менее, считается, что автор все-таки Уэйт, поэтому давайте будем говорить, что это Уэйт нарисовал, да, для краткости. Но, конечно, будем помнить, что рисовала Мэри Колман Смит. Собственно, Уэйт ничего не хотел передать этой картой. Уэйт хотел передать свою эмоцию. А вот как мы ее уже понимаем, через тот образ, который он создал, давайте сначала окунемся в то, что он считал важным. Потому как этот образ не только его придумка. Этот образ еще и, скажем так, квинтэссенция всего того, что он знал об этой карте, исходя из работ Мазерса, допустим, да, Элифа Салеви, то есть его предшественников, его учителей, скажем так. И вот у них, возможно, что-то было связано с Марсом. Но он, понимая, что у него есть какая-то более новая информация, более глобальная по этой карте, оставил традиционное рисование этой карты в виде голов баранов на троне, но добавил еще свое. То есть, вот эти вот железные ноги, вот это вот все, красный цвет такой яркий, да. То есть он дал намек на что-то более серьезное. Что говорит Уэйт по поводу этой карты? И очень важны отдельные формулировки, которые он будто бы случайно вписывает
в целом не очень внятное описание этой карты. Ну, во-первых, то, что он описывает скипетр как этот самый крест жизни из Египта, Анг, да, опять же, это одно. Другое дело, что он говорит, что это монарх, коронованный по праву. То есть не то, чтобы он завоевал, захватил. Он не захватчик, он не Марс, он не Арес, который захватывает силы. Он коронован по праву. Он имеет право создавать законы, в которых живут все его подданные. Это властный, величественный, восседающий на троне, подлокотники которого украшены головами овнов. Это не значит, что он овен. Это значит, что его власть поддерживают овны. Желание других людей, олицетворенное в чем-то величественном. Он олицетворяет правление, осуществление и земную власть, будучи облеченным ее наивысшими естественными атрибутами. Иногда его изображают сидящим на каменном кубе. И вот это, кстати, очень интересное замечание, хотя Уэйт дальше тут же пишет, что это вносит определенную путаницу в символизм, однако каменный куб очень важен. Об этом чуть-чуть позже. Он представляет мужскую силу и мощь. Тут нет ничего о воле, да? Есть о силе и мощи, которая в нем заключена, сосредоточена. Бла-бла-бла, что там дальше крест с петлей, то есть это мы все с вами знаем. Следует учитывать, что эта карта вместе с императрицей не совсем буквально представляет супружество, хотя таковым подразумевается. То есть, да, такая путаница, то есть намек на то, что они вместе, но как бы не вместе, но по сути вместе, да, то есть, ну, нормальная масонская путаница. Что еще надо заметить? Оба персонажа на свой лад богаты никому неведомым опытом, премудрость их неосознанная почерпнута из вышнего мира. То есть они где-то там взяли инфу, да, и нам теперь могут ее неким образом через следующие карты передать. Прорицательное значение. Вот тут уже интереснее. Стабильность. Где вы в Марсе видели стабильность? Марс и Овен — это очень нестабильное ощущение. Это желание того, что я хочу сейчас, немедленно тут же сразу. В следующий момент ты хочешь уже чего-то другого, начинаешь делать что-то другое, да? Поэтому о какой-то, ну, худо-бедно стабильность в Марсе может быть, но олицетворять собой стабильность Марс не может никак. Могущество, защита, осуществление. Ну, окей. Высокопоставленная особа. Помощь, рассудок, убежденность, также власть и воля. Хорошо, в целом можно сказать, что намек на Марса есть, но если мы смотрим в целом на описание карты, то у нас скорее возникает ощущение стабильности, уверенности в себе, вот такого каменного основания, каменного трона и скорее неподвижности и нерушимости, но никак не динамичности Овна. Разве не Памела Колман Смит? Может быть и Памела Колман Смит. Я, честно сказать, с фамилиями и именами у меня туго. А я как сказал? Мэри Колман Смит, да? Ну, Памела, Мэри. Пусть будет Памела. Я думаю, что это более правильно. Спасибо. Я помню, Император — это ваша любимая карта. Да, Император очень хорош для демонстрации того, что собой представляет символика карт Таро в общем и целом. Например, Императора очень хорошо показывать, как на разных уровнях понимания нашей жизни одна и та же карта может обозначать, ну, не то чтобы разные вещи, очень схожие по своему принципу вещи, и указывает именно вот на этот принцип. Об этом, опять же, чуть-чуть позже, уже в практических значениях. Антонина, здравствуйте. Кстати, спасибо. Спасибо за напоминание. Да, я вам про это рассказывал уже. Хорошо. Гефест, вулкан. Почему Гефест? Во-первых, если мы с вами говорим о Гефесте, надо вспомнить, что Гефест в большинстве изображений был нарисован именно как восседающий на чем-то. Это, конечно, не трон, но это, как правило, что-то плоское, квадратное. Он восседает либо на своей наковальне, либо рядом с ней. То есть один из атрибутов Гефеста — это наковальня, ну и само собой молот, которым он создает что-то другим богам, либо людям. Вот он владелец того самого огня, который пытался украсть Прометей, мы с вами видим, да? Ну,
Вернее, виноват, я оговорился чуть-чуть. Владелец огня, конечно, Зевс. И он в этой карте тоже присутствует как образ правителя, хозяина, да, властелина такого. Но интереснее рассматривать эту карту именно как Гефеста. Почему, опять же, чуть-чуть позднее. Чуть-чуть позже наберитесь терпения. Заведовал, то есть хранил этот огонь у себя и работал с этим огнем именно Гефест. Хотя хозяин был, конечно, Зевс, как главный бог, покровитель всего. И вот Прометей пытался украсть и, собственно, успешно украл огонь именно у Гефеста. Что же за Гефеста такой? Это покровитель кузнечного ремесла, изобретений, строитель всех зданий на Олимпе, изготовитель молний Зевса. Вообще он, в принципе, занимался-то чем? Он создавал что-то такое, что нужно другим богам. Все доспехи, в которых были изображены боги, древнегреческие, древнеримские, были созданы Гефестом. Ну, первоначально, да, то есть он как раз такой бог, который умеет взять что-то и что-то сделать нужное, правильное, полезное. То есть, если мы с вами вспомним, что Венера, да, его, кстати, Афродита, его жена вообще-то, по мифологии, мы с вами помним, что женой Гефеста была та самая Афродита, о которой мы с вами говорили на прошлой и позапрошлой лекции, да, в описании карты императрица. Так вот, именно он берет от природы то, что природа дает, и создает из этого что-то материальное, полезное. То есть он как бы берет из дикого мира что-то и переводит это в мир, скажем так, земной, человеческий, видимый. Боги, они по сути своей выше, невидимы, неосуществимы, скажем так, да? Поэтому жилище для них создать может только Гефест. Доспехи, в которые воплощаются эти боги, создать может Гефест. То есть он, скажем так, руки богов в материальном мире. Он властитель материального мира. Если Зевс является властителем мира всеобщего, да, и небесного, и земного, вот, делит только со своими братьями Аидом и Нептуном, да, либо Посейдоном, если мы берем древних греков, еще там воду и землю, да, но в общем и целом главный бог Зевс. А вот бог материального мира, осуществления, овеществления всех высших идей в мире человека, это именно Гефест. Почему железные ноги, помните, да? И почему его рисуют всегда сидящим? Дело в том, что он хромой на обе ноги. Почему? Потому как он, когда родился, Гере он не понравился своим внешним видом, уродством, мол, страшный и некрасивый, слишком он какой-то широкоплечий такой, слишком такой был коренастый. А его сбросила, недолго думая, с Олимпа. Ну, что там, древние боги, они такие были. Ну, что с тобой станется, все равно ты бог, ты ж не умрешь. Ну, сбросила, да? И он сломал себе обе ноги, с тех пор был хромым. Но, чтобы нормально ходить, он выковал себе 2 железные ноги. Вот, то есть такой как бы получеловек, полужелезо. Кстати, если мы берем красный цвет этой карты, и если мы берем имя, которое соответствует Гефесту в древнеримской мифологии, то это бог Вулкан. Мы с вами видим горы. Мы с вами видим отчетливую символику стихии Земли, причем Земля такая горячая, огненная, да, вулканистая, можно сказать. Кстати, вулкан и телец это очень схожее понятие, потому как тельца, если мы берем, да, если вы знакомы хорошо с тельцами, вы в курсе, что они очень терпеливые, спокойные люди. И выводить из себя их можно очень долго. И они долго будут терпеть вот все, что вы им, чем вы их давите, но в какой-то момент они взрываются. Вот эта земля, ощущение земли, которая сносит героически, терпеливо все, но потом в какой-то момент накапливает вот весь этот внутренний огонь и взрывается, да? Вот он самый хранитель земного огня, Гефест, либо вулкан. Если мы с вами помним, если еще вспомнить
Это самое. Я вот буквально сейчас мне в голову пришло, да, если вспомнить профессора, ну, то есть Джона Рональда Руэлла Толкиена и его произведение «Властелин колец», да, то там была четкая символика того, как выковали кольца в огне вулкана. То есть вот та самая символика. А надо сказать, что профессор очень хорошо знал мифологию. Ну, прям очень хорошо. Лучше всех нас с вами вместе взятых, несмотря на то, что жил почти 100 лет назад. Ну, 100 лет назад жил. Вот. Поэтому можно сказать, что эта карта, лично мне, в первую очередь, эта карта напоминает больше вулкана и Гефеста, нежели Овна. Характер Овна в этой карте я не вижу совсем. Овен, он стремительный, он решительный, он взрывной, импульсивный. Мы не видим тут с вами импульса, какого-то взрыва, движения, какого-то вперед, давай, скорее, да, я вот что-то хочу, я буду это делать. Марс, если что-то хочет, он это делает, он не может терпеть. А вот Гефест, он как раз терпит. Он ожидает и делает что-то в нужный момент. На этом основывается закон порядок, кстати. Почему закон и порядок связываются с этой картой, и в частности с Гефестом, либо с вулканом? Ну, смотрите. Так, а что там у нас? Ага, вопросик. Может это быть тогда в избытке карты Императора идет синергия Марса и Овна? Он же может быть агрессивен, чересчур контролировать все. Нет, я только что описал, что взрывная энергия Марса и Овна, она направлена на некое действие, а не на выброс энергии просто вот от того, что она накопилась в тебе. Марс не накапливает энергию. Он, если что-то чувствует, он выдает это сразу. Овны очень быстрые, взрывные люди, да. Взрывные не в том смысле, что они накопили, а потом взорвались. Они взрываются сразу же. Они не ждут, они выстреливают в момент. Есть мысль, надо сразу же ее сделать. Это как удар копьем. Короткий, быстрый, точный в цель. Я хочу, я вот именно это хочу, как указание пальцем. А император, он сидит, он правит, он ничего не делает, он руководит, делают все за него. Да? Он только создает некий порядок. Почему порядок? Почему эта карта, связанная с законом, с порядком, может символизироваться именно Гефестом? Дело в том, что Гефест на каком-то уровне и олицетворял тот самый закон и порядок. Потому что есть произведение чего-то из природных веществ. Да? То есть мы с вами берем императора как пару к императрице. Да? Императрица — это у нас природа, дарующая, кормящая и преподносящая все свои дары тому, кому это нужно. Нужно это императору. То есть можно сказать, что это такой природный хаос, а император пытается весь этот хаос подчинить своей воле, упорядочить и привести в какое-то надлежащее с его точки зрения состояние. Упорядочить неким образом. То есть взять руду, да, что такое руда? Это вот расплавленное железо, допустим, да, тот же самый образ вулкана, выковать из него доспех, сделать что-то человеческое, что-то искусственное. Что такое искусственное? Это взятое природное и определенным образом, определенным способом, по определенному порядку переделанное под свои собственные нужды. То есть это природный хаос, выстроенный в определенном порядке. Мы берем вот эту бесформенную руду и выковываем в порядок. Порядок — это определенная линия. Да? То есть так, либо так, либо так. Линия должна быть прямой, идти по порядку. Каждая точка линии идет в определенном порядке к следующей. Если мы с вами помним математику школьную, да? Что такое линия? Это точки, выстроенные в определенном порядке. Хорошо. Если мы берем... так, что-то хотел сказать такое интересное. Ну ладно, может быть чуть-чуть позже, да, если вспомню, вернусь. То есть Гефест у нас берет дары природы и выстраивает их в определенном порядке. Вот, вспомнил. Природа нам дает вот те самые зерна, да, те самые зерна, которые она рождает. Это дикая природа.
Теперь, что такое природа, пропущенная через император, упорядоченная природа? Мы с вами берем отдельные зерна, выбираем из них, руководствуясь неким правилом, допустим, правилом размера. Мы выбираем определенные зерна. Мы выбираем самые большие зерна и, руководствуясь правилом выбрать самое большое зерно, отбираем только самые большие зерна. Те зерна, которые не подпадают под правило большие, мы съедаем. Остальные большие зерна мы высаживаем на следующий год. Из этого рождаются новые колоски. Из этих колосков мы, руководствуясь тем же самым правилом, в определенном порядке выбираем опять же самые крупные зерна. Что такое? Это селекция, то есть выбор, отбор по определенному правилу. Таким образом, мы оцивилизовываем дикую природу, да, и создаем что-то более человеческое. Культурные сорта пшеницы. Что такое? Это отобранные самые крупные зерна, выращенные в сорт. Понимаете? Это цивилизация, цивилизованность. То есть, когда мы берем что-то дикое и по определенному правилу выравниваем, ставим себе на службу, подчиняем себе. Император подчиняет что-то себе сообразно правилу, сообразно порядку, сообразно закону. То есть, нужно сделать так. Вот так будет правильно. Вот так будет неправильно, это мы не делаем, а вот так правильно, это мы делаем. И он, собственно, пишет эти законы, потому как он знает, как правильно, а как неправильно. Он уже попробовал, потому как он, как нормальный, опытный телец, все это опробовал на личном опыте. Конечно, это образ отца. Потому что если мы с вами берем семью, что у нас делает мама? Мама кормит, любит, обнимает, целует. Вот папа воспитывает. Конечно, если мы берем классическую трактовку, да, то, как в последние тысячи лет было принято, да, только в последнее время начинает чуть-чуть меняться. Тем не менее, мы с вами понимаем, что природа берет свое. Мама любит, папа воспитывает. Это глубоко понятно любому человеку. Собственно, поэтому все, что мама может в вас вырастить, отец правильный должен направить в нужное русло, выковать из этого что-то правильное, что-то нужное, полезное. Не просто кусок железной руды, бесформенный самородок. Самородок это, конечно, очень хорошо, но самородок это по императрице, это природные данные человека. Но даже самородок должен развивать, упорядочивать свой дар. Потому что если по природе у вас великолепный голос, вы должны привести его в порядок. Вы должны его тренировать. То есть, руководствуясь определенным порядком, производить некоторые действия. Каждое утро в 8 утра петь гаммы. Да? И прочее, прочее. То есть, руководствоваться определенным режимом дня, порядком. Тогда ваш голос самородок станет ограненным, скажем так. Приобретет нужную, правильную форму, да, а правильная форма это форма в определенном порядке, по прямой линии, да, окультурить, придать прямые формы. Тогда из этого получается на самом деле что-то крутое. Поэтому из любого ребенка нужно не только любить и кормить, воспитывать, выращивать, но и воспитывать сообразно законам, моральным нормам, которые считаются приемлемыми, правильными в вашей семье. А в вашей семье что? Мама и папа. Папа главный, потому как он устанавливает закон. Мама, соответственно, отца в этом поддерживает. По крайней мере, в традиционной семье, да, мы с вами рассматриваем все-таки средневеково-традиционную семью, потому как карты-то средневековые, да. Вот, то есть я не сексист, да, не противник равноправия полов, просто, в картах как есть, так есть. Я думаю, что вы это понимаете. То, что император это глава семьи, правильный муж, говорит еще и миф, согласно которому Афродита, которая была, как я говорил уже на прошлой лекции, очень любвеобильной богиней, да, прям вот это основная ее функция была, скажем так, любить, да, кого-нибудь, кто был, кто хотел, как Арес, тот и пользовался этим, да. Арес, кстати, к ней часто захаживал, и это прямо такая вот классический любовный треугольник. Афродита,
у которой этого секса завались, она сама и есть секс, да, именно как процесс, да, Арес, который является собой олицетворение желания, мне не важно, там закон, порядок, чья-то жена, не жена, я хочу и все, такой пылкий любовник, да, вот, и, собственно, Гефест, олицетворение правильного мужа. Множество древних мифов говорило о том, что Гефест неоднократно ловил этого Ареса, либо Марса, и временами с поличным. Даже была история о том, как он специально сплел специальную такую золотую сеть, которую хитрым образом над ложем развесил, и как только Арес с Афродитой начали предаваться утехам, да, вот эта сеть на них упала, сковала их в неловких смешных позах, и Гефест позвал всех других богов посмотреть. Вот, мол, смотрите, видите, вот голубки какие. Вот. И надо сказать, что все остальные боги его в этом поддерживали, потому как Гефест и олицетворял собой законопослушного, правильного мужа, супруга. Вот. То есть император может быть любимым, может быть нелюбимым, но он закон, порядок, которому нужно было следовать, подчиняться. Закон суров, но это закон. Что такое закон? Закон — это определенное правило, да, которому нужно следовать, руководствоваться. Вот в чем фишка, собственно, Гефеста. Гефест — это, скажем так, властитель мирских законов, человеческих, материальных. Можно сказать, что если Зевс — это бог вообще всего, да, он владетель как земли, так и неба, неких небесных законов, да, небесных и неподвластных пониманию человека понятий, то есть он вообще всем владеет, то Гефест — это понятный земной бог, который был богом, можно сказать, физических законов, да, то есть таких нерушимых, понятных, ощутимых самому человеку. То есть это и есть телец, это и есть ощущение материального мира, материальной жизни. Тельцы великолепны в создании скульптур, допустим, да, каменных, глиняных изваяний, там, где можно вот создать что-то из глины, создать правильное, что-то красивое, очеловеченное. Вот тут тельцы прям впереди планеты всей. Вот. Вот такие дела, пироги. Почему именно бараны, овны? Ну, возможно, намек на Ареса. Но я думаю, что у меня есть две версии. Первая, что Уэйд ошибался сам. Считал, что все-таки, ну, пусть будет как бы Арес, да, потому как знаний о Гефесте, таких серьезных, структурированных, да, какие мы сейчас имеем из обработки всех данных, что у нас есть интернет, у нас есть возможность рассматривать любые мифы в мгновение ока, зашел в Википедию хотя бы в ту же, вот скачал все то, что я вам читаю, да, вот. Уэйд был ограничен в сведениях, вполне мог не связать напрямую Гефеста с Афродитой. Хотя я думаю, что он это знал, просто не мог увязать на 100%. Опять же, он был хранитель традиций, и традиционно считается все-таки, что это, конечно, Марс, да, но... Скажем так, где мы и где уже традиции. Отживает свое, карты Таро меняются с течением времени. Если мы с вами берем историю развития карт, да, если мы берем традиционную марсельскую колоду, потом колоду Папюса, потом берем, собственно, Уэйта, затем уже вообще такая взрывная колода Кроули, то, конечно, там есть определенное развитие и переосмысление некоторых образов. Я считаю, что Уэйту не хватило чуть-чуть смелости отказаться от традиционности в прорисовке этих самых бараньих голов. Либо второе, вполне вероятная версия, что он хотел этим показать, что власть закона держится на желаниях отдельных людей, тех самых волевых Марса. Да? Но это такое уже за уши притянутое. Тут я, честно говоря, уже сам чувствую, что пытаюсь как-то натянуть сову на глобус. Просто-таки не хочется признавать, что Уэйд не до конца осмелился все-таки пойти своей тропой, хотя он поменял арканы
с 9 с 11. То есть, ну, это смелая колода для его времени. Но, тем не менее, видно, то ли знаний не хватило, то ли смелости. Хорошо. Давайте пока эту тему с бараньими головами оставим, так как я думаю, что Уэйт уже навряд ли скажет, почему именно он эти головы тут оставил. Давайте посмотрим. Роман, можно ли сказать, что в Императоре сочетаются все короли колоды? Ну, в каком-то роде, да, в каком-то роде, потому как можно сказать, что Император — это олицетворение закона и порядка. Может быть и власти, да, но власть, в принципе, нормальная, правильная власть, она и должна олицетворять собой закон и порядок. Вот, если по-хорошему, если это правильная, разумная власть. Поэтому, да, разумных королей, он может, ну, в принципе, почему нет? Хорошо, двигаемся дальше. Если мы с вами берем еще один образ создателя и, скажем так, создателя материального мира, можно сказать, что следующая карта, а следующая карта у нас на секундочку это Иерофант, да, то есть такой учитель, проводник в мир знаний, скажем так, в мир традиций, скорее даже традиций, традиционных таких знаний, да, накопленных годами. Можно сказать, что он учит. Отец, как символ закона в семье, закона порядка, конечно, должен учить ребенка уму-разуму, да? То есть он должен учить, как ребенок, человек растущий, должен что-то в этом мире создавать и делать что-то правильно. Потому что делает отец? Ну, что делает мать, понятно, да? Она сидит дома, как в Германии еще 100 лет назад, киндеркюхе, кирхе, да, то есть дети, кухня, церковь, максимум, что это в церковь можно сходить, да. Так женщина сидит дома с детьми, работает опять же дома, максимум там на огороде. Мужчина ходит на работу, пашет, сеет, приносит, ну, он сильнее физически, он умеет все это делать, он знает, как правильно сделать, потому что он ходит за дверь дома в другой мир, в далекий опасный внешний мир, добывает там мамонтов и приносит их домой, грубо говоря. Он знает, как убить этого мамонта, как его освежевать, как сделать, как задубить шкуру, как построить дом. То есть он берет какие-то знания такие, которые нет у маленького ребенка. Он приносит их откуда-то оттуда, из внешнего мира, и может научить этим внешним знаниям ребенка. Как создать, сделать что-то, как самому научиться делать что-то. Поэтому отец должен выполнять, конечно, и функцию учителя. В этом случае давайте посмотрим, какая функция учителя в Императоре. А в Императоре есть у нас еще такая штука, если мы подразумеваем, что это второй дом и телец, что вполне логично в паре с императрицей, да, и по характеру самого бога, да. Смотрим, что такое Хирон. А мы с вами помним, что вторая планета во втором доме это Хирон. Первая, конечно, Венера, да, символ Тельца, а вот второй управитель второго дома это Хирон. Что такое Хирон? Во-первых, это астероид. Это не планета, но с точки зрения астрологии это небесное тело, скажем так. Можно считать, что это полубог такой, да? Причем, что интересно, это первый открытый астероид группы кентавров. В древнегреческой мифологии Хирон кентавр это наполовину человек, наполовину конь. Почему это астероид группы кентавров? Потому что у этих астероидов есть очень интересное свойство. Они наполовину астероиды, наполовину кометы. То есть в какой-то момент своей орбиты они вдруг начинают выпускать хвост, да, и, скажем так, при приближении к Солнцу они начинают разогреваться, выпускать газ из своих пор, да, из которых и образуется, собственно, этот хвост кометы. Пока он летит в холодном космосе, он просто кусок камня. То есть у него двойственная природа. Там он как бы символика астероида, вернее кометы в свою очередь. Кометы, как мы с вами помним, это предвестники бед. Каких-то горестей, да, то есть что-то такое злое, несущее злую весть с окраин, как дикие кочевники, которые нападали на цивилизованных древних греков и римлян.
То есть, что такое кентавр? Это образ человека на лошади, который наполовину человек, наполовину животное. У древних греков в то время лошадей еще не было, поэтому для них какое-то существо, вроде бы лошадь, но с руками, с луком, да, с мечом, как и индейцами потом в свое время, воспринималось как что-то природное, как что-то естественное. Это получеловек, полуконь какой-то, да, дикий, приходящий оттуда, из внешнего мира, нападающий на нас. Поэтому большинство кентавров были, конечно, дикими, злыми и необузданными. Но были умные, разумные кентавры. Вот если зачитать даже из Википедии, в отличие от большинства остальных кентавров, славившихся буйством, склонностью к пьянству и враждебностью к людям, то есть такие дикие люди, да, дикие полулюди, полукони, Хирон был мудрым, добрым, и он учил, в свою очередь, очень многих героев, Ясона, братьев, вот этих близнецов Диоскуров, Ахилла, Орфея и прочих других, да, Асклепия, Патрокла. То есть он передавал знания, которые нес откуда-то оттуда, да, из того внешнего мира, из которого приходят кентавры. Да, это символ чего-то несущего знания. Это, конечно, в свою очередь больше относится к этому самому, больше относится к Иерофанту. Однако, если мы с вами берем образ отца, который ходит во внешний дикий мир и является сам по себе планетой Хирон, то есть двойственной природой, дома он добрый, мягкий, любящий отец, да, который учит, а там снаружи он дикий и необузданный убийца мамонтов, грубо говоря, да. Если вы, допустим, хорошо знакомы с сущностью природы мужчины, мужчина дома — это спокойное существо относительно. Ну, должен таким быть. Он должен олицетворять закон и порядок в семье. А вот снаружи он должен выражать всю свою силу. Он должен меняться, когда он выходит за дверь своего жилища. Он становится диким воином, да, который приносит добычу в семью. В этом суть мужчины. Добытчик, завоеватель. Вот, это такой викинг, который любит своих детей, но при всем этом может убить любого за золото-бриллианты, да, чтобы осчастливить семью. Вот. Если мы берем доброго кентавра Хирона, то это планета, в первую очередь, материализации тонких планов. Что значит материализация тонких планов? Хирон, если мы берем современную астрологию, он является, скажем так, символикой тонкого и едва уловимого понятия для одного, перехода из одного мира, из потустороннего как бы мира чувств в мир реальный, в материальный. То есть он приносит что-то из несуществующего, условного, сказочного мира, которым для ребенка является внешний мир, привносит внутрь что-то полезное, нужное, чему он может научить. Поэтому эта планета материализации тонких планов точно так же, как Гефест, создавал по божественной сущности что-то материальное. Из дикой природы создавал что-то планомерно созданное. Понимаете? Поэтому вот на уровне таких узнаваний и существует астрология и карты Таро. Можно, конечно, сказать, что, Роман, ты все это привязываешь как-то, ну, так шито белыми нитками, да, за уши притягиваешь. Но, по сути, если вы почитаете про другие планеты, про другие дома, вы поймете, что что-то совпадений очень уж много. И что-то Хирон, который является второй планетой Тельца, да, второго дома. И говорится о материализации тонких планов, двоичности природы, да, образ отца, который дома один, а на охоте другой, да, о том, что нужно что-то принести из природы, взять от любвеобильной и дающей все Афродиты, взять и создать что-то материально полезное, это умеет император. Он создает определенное правило, он цивилизует, оцивилизовывает, скажем так, воспитывает определенные правила, законы, есть этот самый император. Хорошо, но надо помнить, что образ учителя и создателя материального мира присутствует как в императоре, так впоследствии и в Иерофанте. Но Иерофант скорее учитель,
А вот отец, он больше создатель, он творец материального мира. Есть еще такая штука по поводу того, что когда боги бежали в Египет, Гефест, кстати, превратился в быка. Что опять намек на то, что это телец. Это раз. Во-вторых, под именем Гефеста, вернее, под образом Гефеста, в Древнем Египте был еще такой бог Птах. Птах, либо Пта, скульптор, если берем в переводе. То есть, кто такой скульптор? Он создатель, да, из глины делает, лепит что-то такое вот. Бог Демиург, покровитель Мемфиса, ремесленников и архитекторов и древнеегипетской религиозной традиции. Вот. К имени Птах часто прилагался эпитет «тот, кто за южной стеной». Вот, а юг в египетской символике — это образ вечности. Иными словами, Птах — это бог по ту сторону творения, да, то есть, опять же, мы с вами видим двойственность. Вот он вроде бы есть, он создает, он архитектор вообще, он строитель, это бог-строитель. Он рисовался всегда с какими-то строительными прибамбасами, инструментами, так скажем. С другой стороны, он двойственный, он как бы всю эту информацию приносит оттуда. Это намек на переход, плавный переход из императора в иерофанта. Да, то есть, а иерофант у нас кто? Это, конечно, легко узнаваемый товарищ, которого звали Гермес Трисмегист. И это уже, конечно, третий дом. Это дом великого учителя всей нашей эзотерики и прочего-прочего. Вот. Так что это уже намек скорее на следующую карту. И мы с вами тут видим, что если мы берем вот эту символику, копаем глубже и понимаем, то карты Таро мало-помалу, потихонечку переходят из одного состояния в другое. Да? Природа что-то создает, мы должны с этой природой что-то сделать правильное, чтобы из этого что-то получилось, чтобы впоследствии научить кого-то с этой помощью и далее, далее, далее. То есть такая вот, можно сказать, что все карты Таро, это, как я люблю говорить, это длинная такая лента, да, которая на самом деле бесконечная, просто она по спирали развивается все дальше и дальше и дальше. С каждым витком этого колеса зодиака, она становится на один порядок выше, да, и такая бесконечная спираль. Порезанная просто на отдельные символы, которые все вместе, если их сложить назад первоначально, складываются в какую-то картину развития чего-то, перехода из одного состояния в другое, в принципе, о чем и говорят карты эпохи Возрождения, да. Мы с вами помним по самой первой лекции, что по этим картам, по старшим арканам, элита итальянская учила своих детей уму-разуму, да, то есть первоначально это были гравюры с какими-то высшими философскими понятиями, которые потом постепенно привязались к старшим арканам. То есть это, да, это такой алгоритм развития человеческого сознания, либо человеческой жизни, либо алгоритм развития, как считается, всего. Развитие любого, скажем так, процесса в природе можно разбить вот на эти стадии. Как называется эта система? Кроме вас, Юрия Хана, ее кто-то использует? Да я не знаю. Вот у Юрия Хана я как-то видел эту систему. Это астрология. Это карты Таро, которые уложены просто на астрологию. Если вы знаете астрологию, если вы знаете карты Таро, то они просто, естественным образом ложатся одно на одну, как ключ входит в замок и совпадает. То есть, сложно как-то их по-другому уложить. Если их укладывать по-другому как-то, то, там тоже что-то нужно за уши притягивать. Но если тут очень удобно притягиваться за уши, то притягивать за уши нужно в какие-то отдельные моменты. Вот, которые вполне можно списать на, грубо говоря, неточности перевода, на то, что Уэйт дорисовал все-таки эти головы баранов, хотя в них там смысла нет, да. То есть какие-то нюансы отдельные, они могут давать ощущение, что эта система не очень ровная, не очень сбалансированная. Ну а где вы видели ровную, сбалансированную, идеальную систему? Ее нет. Даже астрологию сложно понять, хотя вроде она там сбалансирована. Карты Таро для меня по этой системе тоже сбалансированы.
В голове каша, читаю книги и все остальное, везде одна информация, у вас совсем иная. Стрелец неумеренность, стрелец дьявол. А почему стрелец не дьявол? Стрелец дьявол, конечно. Потому что это планета огненная, планета, которая, ну, я имею в виду Юпитер, да, Юпитер, он же Зевс, он же восставший против отца своего бог, да, он же Прометей, потому как Прометей, он восстал против Зевса, это такой, как бы, антихрист, да, он против бога идет, он этот самый оппозиционер такой, вот, понимаете, а Люцифер это несущий свет. Прометей, он нес огонь, огонь знаний людям, то есть, ну, там все совпадает. Я не очень понимаю, а почему нет, почему Стрелец не может быть дьяволом? По-моему, дьяволом он только и может быть, он такой, заводной очень. Хорошо, давайте вернемся к Императору. Везде одна инфа у вас совсем другая, но я считаю, что везде информация, сейчас информации навалом, прям столько, что ее очень много. Но она вся какая-то, ну, извините, примитивная. Там просто внешне берется, головы баранов, значит Овен. Все. Зачем придумывать что-то, если мы уже видим головы баранов? О том, что карта по характеру не совпадает с Овном. Абсолютно. Мы стараемся не замечать, ну потому что тогда головы баранов становятся очень неудобными. Да? Поэтому, ну давайте привяжем, будем считать просто, что это Овен. А по итогу так выходит, что гадать очень сложно, потому как Император, по ощущениям, он не такой энергичный, как Овен. Понимаете, ну там два разных характера. Это два разных бога совсем. Они противопоставляются порой, потому как Овен это желающий чужую жену. Да, ну не Овен, Марс. Извините, Овны, пожалуйста. Марс, да, желающий чужую жену. Арес, хочу и беру, что мне там, я тут такой братан с района, да. Вот, Гефест это такой правильный муж. Потому что я законный муж, законный. Вот штампик в паспорте. У меня тут все бумажки есть, оформленные по закону, по правилу. Я имею право тут быть. Это мое кресло вообще. Да? Вот, понимаете? Поэтому это разные карты. Разные ощущения. Стрелец никак не умеренность. А как стрелец может быть умеренностью? Вот о чем и речь. Стрелец это... Как это? Оппозиционер, политик. Вот. Это тот, кто делает не так, как принято. У всех принято там за кордон сваливать. А оппозиционер взял и вернулся. Его взяли и посадили. Потому как не ожидали, что он будет действовать не так, как все. Что он пойдет против правила. Да? Ну ладно, о политике не будем. С Хероном разобрались. Да? Теперь давайте мы посмотрим... последнее и перейдем к значениям, да? По мифологии. Если мы берем вот всех этих товарищей, которые олицетворяют собой законы и порядок, кого мы увидим с вами? Во-первых, это любого рода цари, короли, потому как и император это символ власти, конечно, да? Это глава семьи, это управитель, он правит, он руководит, грубо говоря. Овен, понимаете, у Овна есть такая штука, ему проще самому сделать. Он лидер. Он не руководитель, он лидер, он первый идет впереди. Он ведет за собой как самый сильный воин, как Ахилл, да, как герой какой-нибудь. А вот император это царь, который отправляет всех этих героев на войну. Вот его власти держатся на постаменте из этих овнов, из этих героев, из этих ахиллов, понимаете? Вот, можно сказать и так. Поэтому король Артур, конечно, да, это раз. Это самый яркий образ правителя, потому как он мудрый, справедливый, он по праву имеет эту власть. Почему? Потому как она ему была передана в виде символа, на который только он имел право. Он не завоевал всю эту страну. Он пришел и взял меч, вытащил меч из озера, из камня, который принадлежал ему по праву рождения. А что у нас имеется с символикой
И императора это закон и право наследства. Потому что Овен, он берет все, что ему хочется. Император наследует и передает по наследству, потому что это по закону, по порядку. Порядок это что-то за следующим. Да? Наследник это тот, кто взял власть после императора, потому что ему передали. Король Артур, что он сделал? Помните вот эту фишку с хаотичной природой, из которой человек пытается создать порядок? Так вот, что сделал король Артур? Он собрал всех самых сильных этих овнов, героев, сделал их всех равными и посадил за круглый стол. Их там было 12 рыцарей круглого стола. Что такое 12 героев, 12 разных образов? Я думаю, что тут все очень просто, оно прям визуально все очень просто, да, вот мы с вами видим астрологическую систему 12 знаков в виде круглого стола, где каждый знак является равным другому знаку. Тут нет какого-то самого главного знака зодиака, они все разные, но они все равны друг с другом по степени влияния на нашу ситуацию, понимаете? Вот, поэтому император — это символика порядка, по которому мы упорядочиваем любую систему. Карты Таро — это очень плодородная тема, но упорядочивать ее можно по-разному. Можно уложить в виде 12 знаков зодиака, пожалуйста. Вы хозяин, вы законодатель своей системы. Если вы уловили определенный порядок правильных значений карт Таро, вы можете их уложить в том порядке, который для вас лично удобен, ну и заодно можете научить кого-то другого этому порядку. То есть какой-то другой человек со своей точки зрения всю эту систему может выстроить в свой порядок. Если для него этот порядок логичен, работает на практике в первую очередь, вот тогда можно сказать, что ты, чувак, молодец, выстроил свою собственную систему. Я не уверен, что я выстроил свою собственную систему, потому что как минимум у Хана есть та же система. Я очень много у него взял, хотя я не могу сказать, что мы с ним говорим об одном и том же, потому как у нас с ним разные взгляды на очень многие вещи, да. Ну, по крайней мере, у меня с ним разный взгляд. Я думаю, что он обо мне даже и не подозревает, что там что-то там есть некий какой-то там чувак в Польше, да, что он там тоже что-то в картах. Вот. Разный чуть масштаб. По крайней мере, я не так активно все это делаю, да, он очень активно, там школа у него с последователями, то есть, ну, он вообще очень деятельный дядька, молодец. Вот он, по-моему, Овен. По характеру, если я не ошибаюсь, он такой очень сдержанный, правильный Овен. Такое ощущение, что он там из рыб переходный, да. Вот, хорошо. Итак, конечно, это закон, порядок, упорядочивание чего-то героического в виде некой системы, да, с какой-то смыслью, с какой-то мыслью, с каким-то смыслом в центре. То есть это у нас что там был вот этот самый Святой Грааль, да, вот, то есть поиск смысла жизни, поиск понимания всего. Ну, это если так очень простенько. В русской классике, да, в русской классике, в русских сказках, заметьте, есть либо справедливый царь, который крайне редкий товарищ бывает, да, ну разве что вот Владимир Красносолнышко. Но тут есть разделение еще на русские народные сказки, где царь обычно такой какой-то вот, ну, он, видите, да, такой глуповатый, смешной, но тем не менее, почему он глуповатый чуть-чуть позже. Тем не менее, как бы справедливый царь тоже существует. Закон, порядок, и либо это прям такой царь-герой, да, как Владимир Красносолнышко, князь, который в первую очередь сам очень уж Овен такой, да, для, скажем так, русского типа мышления. Тот, кто сильный, тот и царь. Поэтому часто путают Овна с императором еще, может быть, да. По крайней мере, русскоязычные точно так считают. Но в русских сказках есть такая штука. Либо царь сильный, либо его можно обмануть. Вот. Свергнуть царя, что-то я не очень помню таких сказок в русских народных. Может, я просто плохо помню. Напомните, если вы знаете, где царя свергли. Я знаю, что его скидывали обманом, да. Бух в котел и там сварился, что-то такое вот, да. То есть, вот. Закон суров,
но это закон. А в русской традиции строгость русских законов смягчается необязательностью их выполнения. Да, то есть царя можно обмануть, поэтому в русских народных сказках царь очень часто такой, ну как бы дурачок, да, такой, да, что там, да, то есть такой вот, его можно обмануть. Вот. А вот кого нельзя обмануть в современной мифологии, я долго копал, чтобы найти такой вот самый радикальный образ закона, порядка, да, в современной, в мифологии, то есть в кинематографе. Конечно, это судья Дред. Потому что судья Дред, это, ну, если вы видели, это прям олицетворение закона и порядка сразу тут на месте. У меня в голове есть весь список законов, согласно такому-то закону, такому-то параграфу, тебя надлежит сейчас расстрелять. Бац, и расстрелял, все. Вот и все. А почему? А потому что я закон, я един во всем. И как бы ловлю тебя, да, и осуждаю тебя сразу, и тут же привожу приговор в исполнение. То есть такой неизгибаемый мужской такой мачо-мачо. И вот в 95-м году его играл Сталлоне, да, такой прям образ брутального мужика с какой-то челюстью, такой вот, такой квадратный весь, да, по ощущениям. В отличие от элегантной природы, да, вот есть такой квадратный судья, закон, он неудобный, он с острыми углами, но его нужно соблюдать, потому что он закон. Кстати, фильм интересно играет на том, что девушка своей природой, да, смягчает вот его такую неизгибаемую приверженность закону. В 95-м году это, может быть, еще не очень так заметно, а вот в каком там, в 2017 или в 2020 году вышел новый Судья Дред, там прям уже новый сценарий, там присутствует девушка, обладающая какими-то психическими способностями, то есть очень похожая на дарование природы, что-то такое. И вот она его смягчает, да, скругляет ему углы, делает его более человечным таким. Но вот это прям архетип такой, он весь квадратный, весь такой, I am law, я и есть закон, такое вот. Вот вам, пожалуйста, ощущение. Я надеюсь, я передал ощущение карты. Вот. То есть, ну, с одной стороны, ты думаешь, боже, что он за такой вот дуболом, такой твердолобый. Но с другой стороны, он защищает закон. А закон это какие-то правильные вещи. То есть он хороший, положительный герой. Просто несколько суховат, черствоват. Да? Вот. В фильме, кстати, он смягчается. Это вроде как хорошо. Развитие. Хорошо. Давайте по значениям. У меня мысль возникла... может он имел в виду овнов как стадо, люди управляемые, которые разбегутся в разные стороны без лидера, император их пастух. У меня мысль возникла, может глупо, я думаю, вокруг овца он как пастух направляет, ведет отару в нужное направление. Может быть, но я предпочитаю думать в ином ключе, что это не стадо баранов, это овен, это смелое. Вообще овен это сильное, смелое животное, которое идет вперед, оно видит цель, оно сшибает все на своем пути, оно упорное, это животное, да, то есть это образ героя на самом-то деле. Марс это воин, он героически идет к своей цели. Вот не надо циклиться на образе барана, да, на самом деле люди, которые жили раньше, да, и были глубоко погружены в культуру аграрную, они прекрасно понимали, что овен это серьезный, сильный противник, как бы. Если он вас стукнет, вам будет плохо. Да? То есть, ну, это сильное животное, смелое, если он идет впереди. Вот. Овцы это уже чуть-чуть другое. Вот. Мы с вами видим овна, сильного, смелого, который вот на силе этих смелых героев и держится власть императора. Я бы скорее поставил это так. Пастух и стадо, ну, это как-то так, ну, понимаете, очень как-то так, ну, приземленно. А вот сила героев, на которых держится власть императора, это уже круче. Это как 12 этих самых рыцарей круглого стола. И король Артур, как равный, как первый среди равных. Запомните, да? Вот, мне видится это так как-то.
Давайте по значениям пробежимся. Но если мы будем делить всю нашу жизнь на 4 примерно такие, как на стихии разделить, да, ну, огонь, земля, воздух и вода. То есть социум и желания человека, финансы и его имущество, да, земля, действие и саморазвитие — это мечи, и эмоции и личная жизнь — это, конечно, кубки. Что мы берем по социуму? Да? Что мы там делаем на работе? Это управление, в первую очередь, покровительство, потому что любой начальник, он должен покровительствовать, он должен управлять и помогать, защищать. Это правила и законы, которые создает этот самый покровитель, этот самый император. Это мораль, которая является основным законом человечества. Есть как бы социальные законы, а есть духовные законы, да, то есть вот та самая мораль, да, нормы общества. Они могут быть писанными, как законы, и не писанными, как нормы приличия. Вот это все император, это определенные упорядоченные действия. Вот. Это государство, это корпоративность, потому как что такое корпорация? Корпорация — это общность людей, вот тех самых овнов, да, подчиненные одному общему правилу. Это вот наши правила, это мы их будем соблюдать, поэтому мы как бы все одинаковые, мы все вот в форме. Это военные какие-то, да, потому что они подчиняются уставу. Устав и есть император, он военный, да. Он не воин, это устав. Вот Марс, можно сказать, это воин, а император — это устав, которому подчиняются все воины, понимаете? Это более широкое, более глубокое понятие. Карьеризм — это желание управлять. Ну, тут, я думаю, понятно, да, человек стремится по карьерной лестнице залезть повыше, чтобы самому писать эти правила. Иерархия, любого рода догмы. Иерархия для кого-то хороша, для кого-то плоха. Да? В наш век, когда мы стремимся уравнять, скажем так, права всех со всеми, вот эта карта, она такая. Ну, правила нового императора — это все равны, да, и чернокожие, и светлокожие, и женщины, и мужчины, и дети, и не дети, и все-все-все, там все полы, да, то есть, ну, вот всеобщее выравнивание. Но вот тут как бы он вступает с собой в противоречие, потому как по императору кто-то должен создавать эти правила. И вот основной конфликт современности в том, что кто будет эти правила прописывать? Кто будет им подчиняться? С одной стороны, они вроде бы правильные, эти правила, да, потому как людям, живущим сейчас, вполне естественно мысль о равенстве прав. С другой стороны, кто должен эти права прописывать? Кто должен решать, какое правило правильное, а какое неправильное? Тут нонсенс, но я думаю, что со временем оно все уляжется и примет правильное, скажем так, как не смешно это звучит, положение. С другой стороны, это догмы. А отрицательное значение карты по социуму — это, конечно, зашоренность, вот следование, слишком жесткое следование корпоративным правилам в ущерб эмоциональности, в ущерб доброте, каким-то качествам полезным, да. Это государство, которое, как в Китае, да, либо как в России сейчас, следование закону, а личное — это уже такое в последнюю очередь. В Китае это развито, ну, Восток — дело тонкое, да, там как бы с этим. Но в европейской традиции как бы ставить государство превыше личного — это, ну, такое себе, не очень, да, это скорее вот Восток этим славится, да, Китай, опять же, Япония, ну, Япония как цивилизованный Восток, так скажем, вот. Поэтому догмы — это то, к чему может привести неправильный, неверный император. Конечно, это в плане социума, это, смотрите, вот я обещал вам привести пример основного смысла этой карты. Закон, порядок на разных уровнях. На плане семьи это отец. Да, ну, во-первых, это мужественность и расчетливость, разум. Во-вторых, это отец. Потому как он глава семьи, он создает законы, по которым живет семья. Мать его в этом вроде как поддерживает, да, потому как это в ее же интересах. Второе, идем чуть-чуть повыше, идем в социум, это ваш работодатель, директор вашей фирмы, который прописывает законы, по которым работает вся фирма. Идем на один уровень выше, это законы, допустим, какие-то исполнительная власть в виде, допустим, налоговой.
Есть налоговые законы, которые мы должны соблюдать, и даже ваш начальник, да, соблюдает эти законы, он подчиняется им. Он тоже вот такой один из овнов, на которых и зиждется вот вся власть налоговой. Да. Еще выше за какое-то законодательное собрание, либо правительство, император в виде президента. Да. Ну, в какой-то стране президент, в какой-то там царь, король до сих пор. Но, по сути, вот именно образ короля, он уже уходит на задний план. Скорее, закон выходит на позицию императора. Еще выше это моральные нормы, потому что государство, как власть, должна строиться все-таки на морально-этических нормах, ну и на религиозных, потому как религиозные нормы это все-таки, скажем так, олицетворение скажем так, овеществление духовных законов на материальном уровне, да, какие-то моральные нормы. Ну и выше там физические законы, конечно, их никто не отменял. Ну и если вы человек верующий, религиозный, либо просто понимающий, что есть что-то выше, то это некий высший порядок, надфизический, да, то есть, собственно говоря, Бог. Бог, да, если правильно произносить, то Бог. Вот, так что, ну, Бог, он может быть в любом виде, да, он может быть там, я не знаю, Тримурти, он может быть Бог-Отец, он может быть Аллах, как кому нравится, у каждого своя система, свой порядок. Вот, и все это одна карта. Просто на разном уровне, на котором вы рассматриваете ситуацию, вопрос, вот вы видите все вот эти вот этот закон-порядок. Хорошо, по финансам и по имуществу, если мы опускаемся на земной материальный уровень. Это практичность, расчетливость, управление и владение чем-то, да, то есть что-то такое, что принадлежит вам по праву, что-то такое, что какая-то подписанная бумажка, какие-то ваши деньги, материальные активы, то, что можно взять, пощупать руками. По тельцу это то, чем вы владеете, то, что ваше. Ну и само собой по характеру этой карты умение создать из чего-то хаотического что-то разумное, придать деньгам правильный рост, да, придать им правильное правило, нужное для роста правило, чтобы они начали давать нужный процент. Это расчетливость, конечно, это управление теми же самыми финансами, это хорошая бухгалтерия и прочее, прочее, ну и владение. Вот, это налоговая. Как я уже говорил раньше, да, это законы финансовые, это законы биржи, да, финансовой биржи, мимо которых пройти нельзя. Закон суров, но это закон. По действию, по саморазвитию, если мы возьмем воздух, то это упорядочение чего-то, своей жизни, допустим, придание себе и отношениям с другими людьми каких-то правил, это распорядок дня. Да, это, то есть, ну, правило, по которому вы живете. В 8 утра подъем, в 8:30 завтрак, там зарядка, что-то еще, на работу, потом домой, там, перед сном зубы почистить, почитать полчаса книжку и спать. То есть, это вот определенный распорядок дня. Ваша жизнь, приведенная в некую определенную форму. Это практичность просто потому, что это приносит вам пользу. Это умение сделать дело как-то так, чтобы как бы практичность приносила некий смысл. Без смысла в практичности нет, без пользы в практичности нет смысла. У меня налоговая по дьяволу проигрывается, но это у вас. Значит, у вас что-то с налоговой связано с дьяволом. У меня налоговая это закон, это определенный закон, по которому люди договорились, что предприниматель часть своего заработка будет отдавать как бы государству, то есть всем остальным людям, которые улучшают его же жизнь. Я ничего дьявольского тут не вижу, я вижу тут определенный закон-порядок. Другое дело, что в какой-то другой стране, в европейской, налоговая это не то, что у тебя отбирает кровно заработанное, это то, что ты отдаешь, чтобы улучшить свою собственную жизнь, да? Общественный транспорт, дороги, как бы, школы, это вот все, да, то есть, армия, опять же, это все сюда идет. Армия, это само собой про эту карту, потому что там прям порядок, про армию я уже раньше говорил. Если мы берем по себе физическое развитие это упор в своем развитии на свое тело.
Да, потому как это материальное что-то такое. Мы с вами помним, что телец, второй дом, это ваше тело еще. Это то, что вы можете ощутить, пощупать на физическом уровне. Поэтому это и нужно развивать свое тело. Да? Физкультура. Что такое физкультура? Физическая культура. Культура это определенное правило. Да? То есть определенные физические действия в определенном порядке, которые приносят пользу телу. Да? Ну и, соответственно, вашему существованию. С другой стороны, по минусу, это шаблонность мышления, где вы не можете выйти за рамки. Потому как воздух, ваши какие-то действия определенные, они иногда упираются в какие-то рамки, в те же самые рамки закона, в те же самые рамки морали, где вы чувствуете, что мораль устарела чуть-чуть, и вам бы хотелось как-то развить, да, свои действия, а мораль, либо религиозные нормы какие-то, как тут у нас в Польше, да, не дают тебе сделать то, что ты считаешь современным. Ну, это нормальное развитие общества. Без морали, без религии мы бы улетели вперед бы так, что уже бы сломались бы, наверное. Морализаторство излишнее, опять же, это вот такие действия не очень хорошие, где вы теряете фокус эмоций и приобретаете фокус положено, порядок. Вот не положено, не лезь, положено, ешь, не положено, не ешь, да, знаете, такое вот. То есть лишнее морализаторство, которое мешает понять систему, да, если видеть во всем только мораль, то как бы все это сложно. Вот, все слишком сложным становится, нет живости. Природа, она чуть-чуть хереет, если вокруг сплошные заборы, понимаете? Сухость и бездушность, опять же, это, как я и говорил, если слишком много законов, то слишком мало естественности. Вот это, я думаю, тоже понятно. Это перевернутый император, негативный, да, то есть нет, по порядку, давай делать по порядку. Порой порядок не подходит к ситуации. И тут вам нужно убрать свои привычки, потому что император это еще и привычки. Потому как это же ваш порядок жизни, да, вы привыкли к такому порядку действий, да. Например, что такое сигарета? Сигарета, закурить сигарету, это определенный порядок действий. Вышел на балкон, взял пачку, достал сигарету, достал зажигалку, прикурил, втянул воздух, выпустил дым. Да, это определенный порядок действий, который уже одним своим наличием, своим присутствием, своими действиями успокаивает вас тем, что вы подсознательно чувствуете, что все идет по порядку. Все идет по привычному вам известному порядку, поэтому вы можете просмотреть свое будущее хотя бы на ближайшие пару минут. Вы будете стоять и курить сигарету, с вами ничего не произойдет, потому как вы уже много раз курили сигарету, и вы знаете, что как бы пока с вами ничего не произошло, значит и сейчас с вами ничего произойти не может. Вы как бы успокаиваете себя такими привычными действиями, которые уже много раз как бы с вами происходили. Возвращаетесь как бы в безопасное прошлое, потому что прошлое оно известно, оно безопасно, а будущее оно неизвестно. Поэтому это еще и как бы излишнее, скажем так, как сказать, слово такое есть, да, в современной политике, скрепы. Скрепы это что-то крепкое, то, что держит, скрепляет, держит вместе, придает некую форму и не дает развалиться чему-то, да. Вот эти скрепы, да, но сейчас это с негативным значением, но скрепы вообще это то, что скрепляет. Это то, что нужно, это то, что дает вам не развалиться, дает вам соблюдать определенные действия так, как было раньше. Да? Традиционность, традиции. Вот. Это опять же намек на следующую карту, на Иерофанта, который является вообще проводником в эти самые традиции. Да? Отец их просто создает, и Иерофант с ними уже работает и учит. По эмоциям, по личной жизни. Это, конечно, мужество. Это мужчина такой мужчина. То есть, помните, судья Дред, да? Квадратный Сталлоне, там Робокоп такой, да? Я закон, я порядок, все, никаких эмоций, мне нужно делать работу, мне нужно соблюдать пункты закона. Параграф, вот это вот ощущение, сухой параграф. Мужчины, которые действуют в определенном порядке и говорят, так, вообще у меня такая привычка, да, я каждую пятницу с мужиками там хожу в баню. И вы понимаете, что вот мужчина сейчас настолько серьезно говорит, что он, да, все, вы должны принять это как правило, потому что мужчины каждую пятницу ходят в баню. Все. То есть с этим поделать ничего нельзя. Это закон.
Вот, закон суров, но это закон. Да, это такое вот мужественность. Что такое мужественность? Это определенные действия. Ты уверенно что-то делаешь, потому что ты уже много раз это делал. Ты опытный такой товарищ, с седой бородой. Ты отвечаешь за свои собственные действия, потому что ты очень хорошо знаешь, чем это закончится. Поэтому ты можешь дать гарантию своих чувств будущем. Ну, это вот как мужчина, да. Это покровительство. Это вот она, та самая каменная стена, за которой хотят находиться, ну, почти все женщины, да. Вот знаете, есть такой образ, что за мужем, как за каменной стеной. Вот, пожалуйста, вам эта каменная стена, каменный трон, за спинкой которого можно спрятаться. Просто потому, что там понятное, теплое, мягкое, привычное место. Там императрица сидит, она прячется за этим императором. По крайней мере, у нас, в нашем человеческом мире, да. В природе-то она, конечно, главная. А вот тут у нас в цивилизации у нас главный это император. Он создает закон. Он упорядочивает императрицу. Он подчиняет себе природу человека. Мораль подчиняет себе природу человека. Поэтому мужчина такой в отутюженном пиджаке с галстуком традиционный. Это всегда такой образ, знаете, с хорошей прической. Почему военные так нравятся мужчинам? Потому что военные, они по порядку. У них все как положено, так как нужно. Раз, вот этот вот судья Дред. Очень многим такие нравятся. Форменная одежда привлекает женщин. Чем привлекает мужчин форменная одежда женщин? Вот тем же самым порядком. Это сочетание женственности и порядка придает определенную остроту отношениям, да. Вот мужчинам нравятся женщины в форме именно потому, что это не просто такая блондинка, такая Мэрилин Монро, такая мягкая, круглая пу-пум-пидум, да, а такая как бы женщина в форме, женщина-вамп, она сильная, она как, ну, это симбиоз такого чего-то интересного, это очень острая тема, вот, но известная. Опять же, это традиции в отношениях, это определенная традиционность, когда мужчина говорит, все, я главный в семье, киндер-кюхе-кирхе, да, то есть тебе незачем ходить на работу, потому что, как бы, ну, зачем тебе ходить на работу, если я правильно хожу на работу, приношу мамонтов в холодильник, и все, у нас будет окей. Ты сиди дома, занимайся тем, чем занимается женщина. Сиди на подушках, как императрица, рожай детей, корми детей, вари мне борщ. Ну и все, у нас будет норм. Такая традиционная семья. Это, конечно, в перевернутом значении. В нашем современном мире это уже так не очень как бы модно, скажем так. Вот. Ну, не очень сказал, хорошо, не очень актуально. Вот это ближе. Это, конечно, опыт еще. Это люди постарше, мужчины постарше такие, да, то есть с опытом, с приобретенным жизненным багажом, скажем так, с определенными устоявшимися привычками, нормами и правилами, которые очень тяжело поменять. Потому что если седая борода выросла, то состричь ее уже очень сложно. Зачем? Я привык, я так всю жизнь жил, у меня там деды и прадеды так всю жизнь жили, щи лаптем хлебали, и мы тоже так будем. Зачем это вот? Каждая женщина хочет внести что-то новое в эту жизнь, внести какую-то новую жизнь в эту жизнь. Поэтому как бы вот такая чрезмерная сухость мужчин и приверженность к традиционности, к чрезмерной традиционности женщинами может восприниматься не очень. Это правила мужские, это как мужчина сказал. Женщина, конечно, хочет, чтобы все было так, как женщина хочет. Ну, вообще-то нормальное желание любого человека, я считаю. А женщина, она что? Она тоже человек, конечно, конечно. Я думаю, что вы спорить не будете с этим. Уважение к родителям. Ну, это проистекает из традиции, из опыта, из понимания того, что тот, кто прожил больше, накопил больше опыта, тот, соответственно, и пользуется уважением и создает законы. В наше время это не очень работает. Почему? Потому что в наше время очень близнецовое, быстро, динамично меняется, да, и опыт, который приобрели люди там за 60 лет своей жизни, да, в наше время он не очень актуален, потому что это их уже надо учить чему-то новому, да, их опыт, как настроить черно-белый телевизор, не нужен, понимаете, и их опыт, как, я не знаю, как ходить на комсомольские собрания, нам тоже не нужен, потому как у нас нет уже этих комсомольских собраний. Их опыт о том, как ездить на БАМ, строить, собственно, вот эту стройку века БАМ, нам тоже не нужен, потому как мы уже не ездим, у нас уже не те интересы, не те жизненные планы, понимаете?
У нас уже эти телефоны, смартфоны, девайсы, я вот с вами в YouTube общаюсь, да. Это как бы уже скорее такое уходящее. Поэтому в наше время уважение к родителям это то, что передается скорее по традиции. Просто, ну вот я очень часто слышал в последнее время, а чё это старых людей нужно уважать? Они же глупые. Это сейчас они глупые, да? И то не все, далеко не все. Вот, я, например, своих родителей считаю умными, потому как, ну, просто потому что я вижу, что они умнее, чем я в какие-то моменты. Что есть моменты, которые, кроме современности, как бы общие какие-то понятия, да, приходят только с опытом. Неважно, в какие времена ты живешь, некоторые вещи ты понимаешь только с возрастом, приобретаются с опытом. Вот. Но в самом деле раньше старый человек по умолчанию считался умным, потому как раньше выжить было сложнее гораздо. Да, и если ты видел старого человека, ну, значит, он действительно умный, раз дожил до такого возраста, раз его тигры львы не съели, раз он не умер от ядовитых там грибов, ягод, либо болезней, поветрия, мора и прочего всего такого, кочевники его не убили, значит, он умный, он знает, как избежать опасностей и дожить до седых лет. Поэтому это нужно уважать. А в наше время, когда даже самый глупый человек может спокойно дожить до старости и остаться при этом глупым, понимаете, просто потому что он не сталкивался в жизни он со сложностями с такими. Всю жизнь проходил на завод, да, работал в безопасной ситуации, обстановке, работал и работал себе, ходил там, точил одну и ту же деталь 20 лет подряд, да, вот, ну и что, ну какой-то есть у него жизненный опыт, но считать его мудрым сложно, просто потому что любой так может, да. Поэтому, ну, временами это, ну, вот уважение к родителям, оно такое традиционное скорее, но никто не исключает при всем этом императрицы любви к своим собственным родителям, вне зависимости от того, кем они там являются, умными, неумными, современными, несовременными, неважно. Император всегда работает с императрицей в паре. Потому как они одна без другого не существуют. Ну, существуют, конечно, но какие-то они такие. Семья какая-то неполная, да, если нет одного из родителей. Вот такие дела, пироги. Ну что, интересно? Я думаю, что, ну, лично мне было интересно с вами сегодня общаться. Давайте, наверное, на сегодня будем заканчивать, да, потому как, ну, у меня еще сегодня будет внеплановая клиентка, поэтому нужно, ну, там срочно человеку надо, поэтому... Вот. Сегодня без двухчасовой лекции. Сегодня будет лекция на 1:40. Да? Я думаю, тоже неплохо, да? А если у вас есть какие-то вопросы, в комментарии к этому видео можно будет смело эти вопросы писать. Самое интересное я разберу на следующей лекции, потому что следующая наша лекция будет посвящена смыслу жизни по императору, да, то есть как прокачать себя по императору, как вот связать все в одно, приобрести некий смысл в своей жизни вот с помощью именно этой карты, да. Будем делать какие-то выводы, такие уже более философские, да. Я вам сегодня рассказывал про ощущение самой карты, значение карты. О глубинной философии карты мы с вами поговорим на этой неделе, да, то есть будет четверг-пятница, я думаю, что скорее пятница. Вот, и, конечно, там мы посмотрим, пощупаем карту более глубоко, зайдем в какие-то рассуждения такие. Этот формат людям понравился, да, на прошлой лекции я попробовал забросить первую удочку по императрице, всем понравилось, там прям все даже были в восторге, мне было очень приятно, что людям нравится, поэтому продолжим. Вот, следующий у нас будет император. Вот, смысл жизни по императору. Так что, кстати, да, подписывайтесь, ставьте лайки, если вы впервые на трансляции, впервые на канале, не стесняйтесь. Вот, я планирую так всю колоду разобрать. Вот, и, может быть, еще будем смотреть с вами, есть у меня планы на колоду Таро Монары. Потому как тема популярная, модная, мне интересна, у меня... В принципе-то я работаю двумя колодами, это Монара и Уэйт, в первую очередь Уэйт. Вот, ну, может быть, в несколько современном изображении Уэйт, но там вся символика Уэйта, я работаю Уэйтом и Монарой.
Вот. Благодарю вас. С вами очень интересно, как всегда, очень интересно. Мерси, было клево. Ну и вам спасибо за внимание. Спасибо за вопросы интересные. Спасибо за поддержку, за лайки. Ну и вот за это все. Я думаю, что вы знаете, что нужно там делать на ютубах. Я уже вас не буду учить. Вот. Ну, до встречи через пару дней. Четверг-пятница. Я думаю, ближе к пятнице, скорее всего. Увидимся с вами снова. Вот. Всем спасибо за поддержку. Всем пока. Счастливо.